нельзя перекладывать всю ответственность на агента, потому что он посоветовал или сразу доверять. Соответственно, он должен уметь считать окупаемость, ликвидность объекта, доходность и также высчитывать ROI по каждому объекту. Но, к сожалению, не всегда славится сервисом среди агентов. Этому навыку, наверное, невозможно научиться, оно должно быть в человеке, но обращайте внимание, когда выбираете брокера. То с кем бы ты ни познакомился, он по-любому будет агентом по недвижимости. Ты был вчера таксистом, ты вчера был еще в какой-то другой профессии, а сегодня ты уже эксперт по недвижимости. Вот это для агента, это экспертность. Сейчас расскажу вам небольшой секретик. Вопрос, который нужно задать своему брокеру, чтобы проверить, эксперт он, знает он рынок или нет. Слушайте внимательно. Можете ли вы мне купить квартиру в высотке на Джумейре? Мой канал будет интересен инвесторам, кто готов инвестировать в зарубежную недвижимость, кто любит сравнивать доходности разных стран. Также для людей, кто хочет поменять профессию и быть агентом по недвижимости, а также предприниматели, кто рассматривает Дубай как новую площадку для своего бизнеса. Поэтому подписывайся, будет очень интересно. И я заставлю вас влюбиться в Дубае. На данный момент Дубай является одним из самых популярных мест на земле для покупки недвижимости. Все говорят, что Дубай быстро развивается, что здесь продается миллионами недвижимость, и естественно есть люди, кто хочет на этом заработать. В связи с этим ажиотажем очень часто случается неприятная ситуация с выбором правильного брокера, который действительно безопасно и выгодно для вас проинвестирует ваши деньги. Поэтому в этом выпуске мы разберем, как выбрать действительно того единственного классного брокера, с которым вам будет комфортно работать, и самое главное, чтобы он был экспертом в нашей нише. В первую очередь вам нужно понимать, что агент по недвижимости в Дубае – это советчик. Он советует, исходя из аналитики и статистики по инвестированию. Нельзя перекладывать всю ответственность на агента, потому что он посоветовал или сразу доверять. Человек, который инвестирует, он понимает, что инвестиция – это риск, и это его в первую очередь риски. Они могут быть оправданными или нет. Какая же роль агента в этом случае? Агент обязан, просто обязан вам показывать цифры, показывать статистику, аргументировать предложения своих вариантов, которые он подбирает для вас, исходя, если мы рассматриваем какого-то конкретного застройщика, то мы оглядываемся на опыт предыдущих проектов, как растет рынок. Также обращаемся к официальной статистике от Land Department. Поэтому обязательно учитывайте то, что это советчик, он говорит как и минусы, так и плюсы. Если вам брокер говорит только плюсы проекта и не говорит о рисках, пожалуйста, задумайтесь, потому что это как минимум очень странно. Я всегда говорю одну фразу: если у вас брокер вообще ничего не спрашивает, то это очень странно, потому что вам брокер должен с вами разговаривать, во-первых, понять, что вы хотите именно по квартирам, по параметрам, потому что обычно клиенты, если тем более они покупают для себя, для жизни, они могут не знать, какой объект они хотят. И именно задача брокера вывести вас на правильный разговор путем вопросов, какой этаж вы хотите, какая локация, не спрашивать название локации, где нужно вам подбирать недвижимость, а что вам просто хочется вокруг. Это должна быть местность возле моря или где-то в шумном центре города. Как минимум, брокер должен у вас спрашивать. 5 основных критериев, за которым вы определяете для себя лучшего брокера. Первое – это экспертность. Второе – финансовая грамотность. Ответственность, сервисность и человечность. А теперь давайте поговорим более детально. Что такое экспертность для агента? В первую очередь, это не просто знание рынка, где вы знаете несколько проектов и нескольких застройщиков, и вы их продаете. Это не трудно. А вот как раз трудно анализировать, и это должен знать каждый брокер, анализировать предыдущий опыт застройщика, уметь читать аналитику, статистику и оперироваться также на вторичный рынок. Если мы помогаем человеку инвестировать в недвижимость именно в первичный рынок, где дом еще не построен, и вам надо предугадать, что будет через год, через два, то вам нужно понимать как раз, как работает вторичный рынок, кому это мы будем продавать в будущем или за сколько оно будет сдаваться в аренду. Вот это для агента, это экспертность. Финансовая грамотность. Что это такое для брокера? Агент по недвижимости не должен показывать вам только презентации, красивые картинки или рассказывать, как все будет хорошо. Он должен показывать вам цифры. Соответственно, он должен уметь считать окупаемость, ликвидность объекта, доходность и также высчитывать ROI по каждому объекту. Один из главных пунктов – это ответственность. Каждый брокер в Эмиратах сдает экзамен,
то, что он получает лицензию, что он может быть брокером. Но этого тоже недостаточно, когда ты работаешь, допустим, один. Здесь очень большое влияние идет, если ты работаешь в компании есть имя, не просто бренд. Клиент понимает, что купив квартиру в определенной компании, то компания несет ответственность и не будет советовать что-то плохое своему же клиенту, потому что компания работает на репутацию и в долгую. Смотрите, у кого вы покупаете, и проверяйте, есть ли тоже лицензия у брокера. Дубай славится своим сервисом, но, к сожалению, не всегда славится сервисом среди агентов. Сервисность – это внимание клиенту. По-другому еще могу сказать, что это забота клиенту. Вы должны понимать, что хочет ваш клиент, и всегда быть на шаг впереди. И также иногда даже повышать его ожидания, чем он сам ожидает, допустим, от покупки данной квартиры. И вообще сервисность проявляется в мелочах. Знаете, вот иногда ты подумаешь, там, как удобнее клиенту приехать на просмотр или где-то его забрать, или отправить, не знаю, подарок после покупки вашей там первой или очередной квартиры. Сервис в мелочах, и это очень важно. Человечность. Этому навыку, наверное, невозможно научиться, оно должно быть в человеке, но обращайте внимание, когда выбираете брокера. Брокер должен быть заинтересован не только в своем проценте, а сделать лучше для клиента, чтобы он заработал. За счет того, что нам не платят клиенты, а нам платят застройщики, идет небольшая конкуренция среди застройщиков. То есть тот, кто предлагает больше процент, здесь он в Эмиратах от 2 до 8%, то, естественно, брокер, который не заинтересован работать в долгую с клиентом, будет продавать то, за что он получит больше денег. Таким образом, он сильно вредит своему клиенту и иногда продавая неликвид. Смотрите до человека, разговаривайте тоже с ним, вам должно быть с ним комфортно, а брокер должен быть человеком. И если хочешь быть в курсе всех новостей про недвижимость в Дубае, подписывайся на мой канал, ставь лайки и пиши в комментариях, какие темы интересно бы раскрыть в следующих видео. У нас есть шутка в Дубае, что с кем бы ты ни познакомился, он по-любому будет агентом по недвижимости. Частично это правда, но это печально, потому что как раз не экспертные агенты, кто хочет просто на этом заработать, очень часто вредят нашим клиентам. Поэтому есть два типа брокеров. Первый – это действительно те, кто занимается этим делом постоянно, иногда как раз со всех стран всего мира приезжают сюда для улучшения и прокачивания своих навыков, чтобы действительно больше заработать. И второй тип брокеров – это те, которые ты был вчера таксистом, ты вчера был еще в какой-то другой профессии, а сегодня ты уже эксперт по недвижимости. Делятся ли брокера на определенные виды, кто занимается с инвесторами, кто занимается с индюзерами, то есть теми людьми, кто покупает квартиры для себя. Мое личное мнение, что да, они должны делиться, потому что если у тебя идет расфокус на весь Дубай, и ты специалист и в инвестировании, и в аренде, и в посуточной аренде, или там ты покупаешь квартиру для жизни, то по факту ты нигде не эксперт. Поэтому да, я бы делила брокеров на вторичный рынок, там, где человек специализируется по готовым квартирам, где он общается с теми же жителями, где он понимает, как работает этот рынок. Инвесторы – это уже совсем другой вид, другая категория агентов, которые должны быть финансово грамотными, экспертными в своем рынке, ну и действительно аргументировать, почему стоит инвестировать в данный проект. Расскажу вам сейчас, как делают наши клиенты, когда перепроверяют своих же брокеров. Один брокер может скинуть вариант по проекту и сказать, что это самый лучший, самый выгодный. Что делают клиенты? Они отправляют своим еще нескольким друзьям, знакомым или тоже брокерам, и они советуются. С одной стороны, это действительно правильно, потому что если вы только выбираете своего брокера, и вы еще в нем не уверены, если у него там нету репутации, нету каких-то рекомендаций от ваших знакомых, это правильно. Но я все равно советую вам обращаться к брокерам по рекомендации, чтобы вы были уверены, что ваши миллионы нигде не пропадут, и они действительно вырастут в цене. Я считаю, что моя сильная сторона – это непосредственно работа с инвесторами, непосредственно просчет инвестиций, годовой доход, ежемесячный доход, сдача под краткосрочную аренду. Обожаю инвесторов, но и также с радостью могу найти вам классный вариант для жизни в Дубае. You know, one of the strongest skills as a broker that I would say for myself would be presentation, because you know, since we are selling something, it's not just an idea. So it's a concept that we sell. So we need to visualize everything to everyone. So that's what I believe in, where I can do better. That way, I can sell water to fish. Умение подстроиться под темп клиента. Люди не всегда могут поднять трубку, когда мы звоним, не всегда могут ответить, когда мы ожидаем.
Поэтому вот это умение очень помогает в долгосрочной работе. Моя сильная сторона состоит в том, что я легко могу выявить потребность клиента и с удовольствием ее могу реализовать. Если вы хотите выгодно проинвестировать или купить квартиру своей мечты, при этом не бояться, что вы инвестируете в другую страну, в чужой город, или вы вообще боитесь сделки онлайн, то обращайтесь к нам в компанию Ведомус, наши менеджеры помогут решить все эти вопросы. Самое главное, сделать это экспертно, качественно и сервисно. Вся информация о компании и контакты менеджеров, с кем связаться, в описании в этом видео, поэтому переходите и с удовольствием вам поможем с вашей недвижимостью. Подписывайся на канал, ставь лайки этому видео и пиши в комментариях, в какие случаи вы попадали со своим недобросовестным брокером.